Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что ожидается и какие движения предполагаются по рублю, доллару, евро, нефти и ключевым индикаторам на открытии российской фондовой площадки. Так, ну вот интересная статья, которая гласит о том, что текущая ситуация на рынках порождена молодыми и неопытными трейдерами, которые скупали все подряд, акции, опционы и так далее. И как следствие этого возник пузырь, который в любой момент может разорваться, и из-за этого мы увидим сильнейший корректирующий спад. Вот. Но я думаю, может быть оно и так, но вот что-то мне подсказывает, что спад будут оттягивать. Наверное, до весны. Вот. Но, конечно, может сейчас произойти какое-то событие X, типа перехода с одной ставки на другую или еще что-то. Вот. Но я думаю, все-таки сейчас будут прикладывать все усилия к тому, чтобы час X, когда все сдуется и развалится, он не наступил. Так, но текущая ситуация с короной, здесь все только ухудшается. Рост новых случаев, особенно Европа и Россия в наибольшей степени страдают от этой ситуации. Так, ну вот еще сегодня утро интересных заявлений. Экономист Всемирного банка сказал, что новый кризис, новый виток кризиса может возникнуть из-за пандемии. Но хотел обратить внимание, что с моей точки зрения, в общем-то, кризис он и не наступал как таковой. То есть мы пока увидели только первое давление, первая нестыковка, которая произошла в марте. На самом деле реального трешака-то пока еще и не было. Вот. И поэтому говорить о том, что кризис может наступить из-за так называемой пандемии, но вообще-то кризисные явления, которые начались в марте, они еще, в общем-то, не закончились, и восстановление экономики не произошло. И поэтому речь не идет о том, что кризис может наступить. Кризис продолжается. Мне кажется, здесь сама постановка вопроса, она некорректная. Так, ну вот еще одно высказывание, которое меня несколько удивило. Российский министр промышленности сказал, что падение рубля на 20% с начала года это там какие-то волшебные возможности для российской промышленности, что это очень хорошо, это очень круто и так далее и тому подобное. Но меня вот подобное заявление чем очень сильно удивило, тем, что ну вообще как бы имеется ли понимание о том, что промышленность, она работает в том числе на оборудовании, на сырье, на полуфабрикатах, но не на сырье, на полуфабрикатах в том числе, которые поставляются из-за рубежа. И самое главное, спрос со стороны населения и бизнеса, он формируется именно исходя из рублевой массы, кроме экспортеров сырья. И поэтому как можно говорить о том, что падение рубля на 20% оно дало какие-то изумительные возможности для промышленности, скорее оно ее просто зарубило. Потому как здесь, если произошло такое снижение значительное покупательского спроса, то, что там вроде бы как производит промышленность, с учетом происшедшей девальвации на 20%, я думаю, оно вообще никому не нужно. И здесь как раз тот случай, когда вот это вот падение рубля на 20%, я думаю, оно сделало только значительно хуже. Так, ну вот Европейский Центробанк выдал информацию по поводу создания цифрового евро. Но здесь суть какая? Основная суть заключается в том, что будет постепенное предложение цифрового евро помимо обычных электронных денег и бумажных. То есть они хотят его создать, посмотреть, насколько это приживется, насколько это будет необходимо и насколько оно эффективно будет влиять на экономику. И постепенно, без принуждения, без обязательного перехода, они планируют сначала посмотреть и потом уже исходя из этого делать выводы. Но на самом деле, чем мне нравится Европа, она все подобные изменения, там финансовые, монетарные и так далее, она проводит плавно и очень четко анализирует последствия принятых решений. То есть нет безоглядочно, вот мы будем делать так. Вот. И поэтому у них система, она достаточно гибкая, и она даже, наверное, в чем-то, как мне кажется, эффективнее того, что в Соединенных Штатах, несмотря на кажущуюся раздробленность и разношерстность. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас по календарику событий намечается
на пятницу, на сегодня. Так, ну в Европе индексы потребительских цен и в Соединенных Штатах вот 15.30 по США базовый индекс. Вот здесь вот для индекса доллара, для доллара, я думаю, достаточно волатильный момент будет. И, соответственно, 15.30 объем розничных продаж месяц к месяцу. Это тоже существенные данные. Они, соответственно, показывают, что происходит в американской экономике, насколько эффективно раскручивается или как останавливается маховик американской экономики. Так, ну это вот, пожалуй, основные события, которые сегодня ожидаются, не считая тех геополитических рисков российских, которые в любой момент могут проявляться. Так, давайте посмотрим позиции на форте. Так, фьючерс РТС, здесь ставка на то, что индекс будет сегодня продолжать проседать. Срезали лонги, нарастили шорты. Сбербанк, фьючерс на акции обычные, здесь ставка на отскок. Срезали шорты, немножко нарастили лонги, но шорты достаточно существенно снизили. Так, Газпром, здесь нарастили короткие позиции, но ситуация, я думаю, по Газпрому неоднозначная. Здесь корреляция в наименьшей степени между изменениями позиций и тем, что будет с движением цены на актив. Рубль-доллар. Но здесь вроде как ожидают укрепления рубля, отскок после вчерашнего роста доллара. Евро-рубль. Здесь тоже ставка на укрепление рубля к евро. Наращивают шорты, режут лонги. Так, а вот по евро-доллару ждут снижения евро, но мне видится, скорее всего, будет боковик. Вот если будет пробитие и закрепление 1,1690, тогда да, тогда евро может очень существенно сыпануться. Сейчас по евро мы попозже посмотрим. Так, по нефти нарастили ставки на короткие позиции, то есть ожидают сегодня корректирующего отката по нефти. По серебру сложно что-либо сказать, потому как здесь напрашивается, исходя из такого изменения, только боковик. Так, а вот по золоту, скорее всего, сегодня отскок наверх продолжится. Вопрос, до каких значений он дойдет. Так, далее SFD на американский фьючерс S&P. Но здесь у нас сегодня должно быть закрепление, потому как если это закрепление не состоится и будет повторный пробой 3440-3420, то здесь у нас будет уже очень серьезное движение вниз. То есть, ну как минимум вот куда-то сюда, а может быть даже и сильнее. Вот. Но я думаю, высока вероятность того, что вмешательство ФРС и ЕЦБ в мировые финансовые площадки, фондовые биржи, оно будет способствовать тому, что ФРС предпримет какие-то меры по удержанию американского рынка, соответственно, ЕЦБ окажет влияние на европейские рынки, чтобы не было просадки и падения. По крайней мере, на текущий момент времени, я считаю, это вполне могут предпринять меры, которые ситуацию спасут. Так, друзья, далее RGBI, российский индекс ОФЗ. Но здесь, как только начала накаляться санкционная риторика, ну и плюс там было движение вниз по нефти, мы видим, что идет разгрузка позиций в RGBI. Соответственно, здесь критично это приход на 153. Вот если будет приход на 153, во-первых, уже из-за этого движения будет дополнительное давление на рубль. Плюс, если это все-таки произойдет, скорее всего, здесь возникнет самоускоряющийся процесс, и вот этот сильный уровень, он уже будет очень быстро пробит. Ну, а пробитие этого уровня приведет к тому, что рубль будет проседать. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, что могу сказать? Вот мы к верхней границе сходили, 78.28 вчера. Цель определенная здесь была, ее выполнили. Но по законам жанра полагается сделать коррекционный откат хотя бы вот сюда вот, или в идеале на 77.37, вот сюда вот к этому значению. Юрики делают ставку на то, что рубль будет сегодня укрепляться, по крайней мере будет какой-то задерг. Так, но что касается технической картины, я вот сейчас бы не делал ставку на то, что рубль будет с утра укрепляться. Потому что технически картина указывает на то, что как раз здесь, скорее всего, будет разворот и движение сначала на 78.17, потом 78.28, вот сюда вот. Вот. Ну и также нефть просела. И поэтому, ну, конечно, в том случае, если сейчас на открытии пойдет на объеме пробитие 78, 77, 95,
то мы увидим движение, цель которого конечная будет диапазон 77, 85, 77 и 7. Вот сюда вот. Вокруг вот этого уровня сильного 77, 75. Если этот диапазон будет пробит, то, соответственно, идет пара на 77.58 и даже, возможно, вот эта цель будет отработана 77.35. Но здесь, с моей точки зрения, вероятность такого движения на укрепление рубля, по крайней мере сейчас с утра, она не очень велика. Здесь больше факторов указывает на то, что сейчас пойдет движение на 78.28. Вот сюда вот к этому значению. Опять же, если будет пробитие 78, 77, 95 на открытие на объеме, то вероятно, что сценарий на отскок и рост доллара с утра не сработает и пойдет движение. Первая цель будет пробить вот этот диапазон и сходить на 77,6 вот сюда вот. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь у нас выстаивается, топливо собирается, никак он не пробивает 1,1690. Соответственно, чем он дольше здесь выстаивается, не пробивает этот уровень, только покалывает, тем больше вероятность того, что отсюда будет отскок. Вот. Но уже сейчас, я думаю, вполне назрело движение, которое пойдет при пробитии 1,1715, и цель этого движения, первая, будет 1,1750, вот сюда вот. Соответственно, если мы берем 1,1690, сценарий на рост сейчас не срабатывает, и мы идем вот сюда, вот в этот диапазон. Я думаю, сейчас больше вероятность того, что мы все-таки какой-то отскок сделаем. Так, евро-рубль, дневной таймфрейм. Так, это был часовой, дневной вот здесь. Но у нас евро-рубль боковик. По сути, боковик от 90,7 до 92,32. Соответственно, вчера вот это движение к верхней границе, оно немножко осеклось. То есть задерг был, но потом как бы вернулись практически к тому значению, на котором был сформирован вот этот начальный гэп. Так, но если переходить к часовику, здесь у нас что можно сказать? Вот открытие, если будет пробитие 91, 46, 91, 49 вот этого диапазона, который здесь сформировался, то у нас пойдет задерг, цель которого переписать вот этот локальный хай 91.83. Вот, если же с утра будет пробитие 91.27, то нас ждет движение в диапазон 91, 90,95, вот сюда, вот в эту область. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Юрики делают ставку на то, что будет РТС падать сегодня. Вот, на что хотел обратить внимание. Вот здесь есть буферная зона, которая от 112 тысяч до 113 200, 113 300. Вот, соответственно, пробитие этой буферной зоны на объемах придет к тому, что формируется импульс движения, цель которого будет 108-108,5. Вот. Если отсюда пробой не возникает, то по факту проторговки мы пойдем пробовать одолеть вот этот 115-380. Так, но если рассматривать часовик, то, соответственно, у нас напрашивается какое решение? С утра, если пробитие 113-100, то идем тестировать для начала 112 500 вот сюда вот к этому значению. Вот, если пробоя не будет, если наоборот с утра мы сразу начинаем двигаться наверх, 113 590, 113 600 пробивается, у нас первая цель движения будет вот здесь 114 186. Если на ней закрепимся, дальше пойдет движение на 115 350, 115 400, вот сюда вот в эту область. Так, далее нефть Brent. Ну смотрите, у нас вот есть волшебный уровень 42.55. Вчера был ложный пробой. Почему ложный пробой? Потому что мы здесь не закрепились и на отскоке пошли очень большие объемы. То есть это говорит о том, что как только вот мы ушли в эту область, сразу ее начали активно выкупать. Вот, поэтому здесь сейчас, я думаю, больше вероятность того, что с утра отсюда разовьется движение. Цель этого движения будет 43.1, 43.23. Вот сюда, вот в этот диапазон. Если здесь закрепляемся, следующее движение на 43.57. Ну и пробой сильного уровня вот этого придет к тому, что формируется импульс движения, цель которого 41.9. Вот сюда вот. Так, друзья, это все. Спасибо за внимание.